Агата Кристи. Партнеры по преступлению. Глава 13. Трещотка. «Таппинс», — произнес Томми, — «нам придется переехать в офис побольше». «Глупости», — ответила Таппинс. «Нечего задирать нос и мнить себя миллионером только потому, что благодаря невероятному везению ты раскрыл 2-3 грошовых дела. То, что один называет везением, другой называет мастерством. Разумеется. Если ты искренне считаешь, что в тебе одном воплотились Шерлок Холмс, Торндейк, Маккарти и братья Оуквуд вместе взятые, то и говорить больше ни о чем. Что до меня, то я предпочту иметь на своей стороне удачу, а не все знания и навыки мира». «Возможно, в этом что-то есть», — уступил Томми. «И все же, Таппинс, нам действительно нужен офис побольше». «Это еще зачем?» «Классика», — торжественно произнес Томми. «Нам понадобится сотни метров дополнительных книжных полок, если мы хотим достойно представить Эдгара Уоллеса. Но у нас еще не было ни одного дела в духе Эдгара Уоллеса». «Боюсь, и не будет», — вздохнул Томми. «Если ты заметила, он никогда не дает сыщикам-любителям ни единого шанса. У него все сурово, в стиле Скотланд-Ярда, настоящее дело, никакой дешевой фальши». Появился Альберт, мальчик на посылках. «К вам инспектор Марриott», — объявил он. «Человек-загадка из Скотланд-Ярда», — прошептал Томми. «Самый занятый из всех ищеек», — добавила Таппинс. «Или из стукачей?» «Я вечно путаю ищеек и стукачей». Инспектор шагнул к ним с сияющей доброжелательной улыбкой. «Ну, как ваши дела?» — бодро спросил он. «Не пострадали от нашего недавнего небольшого приключения?» «А, ничуть», — откликнулась Таппинс. «Это было просто потрясающе, правда?» «Ну, сам я едва ли описал бы все именно так», — осторожно заметил Марриott. «Что привело вас к нам сегодня, Марриott?» — спросил Томми. «Вряд ли исключительно забота о нашей нервной системе?» «Нет», — ответил инспектор. «Есть работа для гениального мистера Бланта». «Ха!» — воскликнул Томми. «Дайте-ка я сделаю гениальное выражение лица. Я пришел сделать вам предложение, мистер Беррисфорд. Как вы отнесетесь к тому, чтобы накрыть по-настоящему крупную банду? А такие вообще существуют?» Поинтересовался Томми. «Что значит «существуют»?» Я всегда думал, что банды бывают только в романах. Как и гении преступного мира или суперпреступники. Гениальные преступники действительно встречаются нечасто, согласился инспектор. Но бог с вами, сэр, банд вокруг хоть пруд пруди. Не уверен, что смогу проявить себя с лучшей стороны в борьбе с бандой, задумчиво произнес Томми. Преступление любителей, тихое семейное криминальное болото, вот где я, без ложной скромности, просто блистаю. Драма с глубоким семейным подтекстом, вот это мое. Особенно, когда рядом Таппинс, готовая подметить все те мелкие женские детали, которые столь важны и которые так легко упускает менее сообразительный мужчина. Его красноречие резко оборвалось. Таппинс запустила в него подушкой и попросила не нести чушь. «Любите вы пошутить, сэр?» С добродушной улыбкой произнес инспектор Марриott, глядя на обоих. «Не обижайтесь на мои слова, но смотреть на то, как двое молодых людей так наслаждаются жизнью, одно удовольствие». «Наслаждаемся жизнью?» Широко распахнула глаза Таппинс.
Пожалуй, да. Знаете, я как-то раньше об этом не задумывалась. Возвращаясь к той банде, о которой вы говорили, подхватил Томми. Несмотря на мою обширную частную практику, герцогини, миллионеры и все лучшие в городе уборщицы, я, пожалуй, мог бы снизойти до этого дела ради вас. Не люблю видеть Скотланд-Ярд в тупике. А то не успеете оглянуться, как за вас возьмется газета Daily Mail. Как я уже сказал, любите вы пошутить. Что ж, дело вот в чем. Он снова пододвинул стул поближе. Сейчас в ходу огромное количество фальшивых купюр, сотни. Вы бы удивились, узнав, сколько поддельных банкнот казначейства находится в обращении. Настоящая художественная работа. Вот, взгляните на одну из них. Он достал из кармана фунтовую купюру и протянул ее Томми. Выглядит безупречно, не правда ли? Томми с большим интересом осмотрел банкноту. Клянусь Юпитером, я бы ни за что не догадался, что с ней что-то не так. Как и большинство людей. А вот настоящее. Я покажу вам различия, они совсем незначительные, но вы быстро научитесь их замечать. Возьмите вот эту лупу. После 5-минутного инструктажа Томми и Таппинс уже неплохо разбирались в деталях. «И что вы хотите от нас, инспектор Марриотт?» — спросила Таппинс. «Просто смотреть по сторонам и замечать подобные вещи?» «Гораздо больше, миссис Беррисфорд. Я рассчитываю на то, что вы докопаетесь до самой сути. Видите ли, мы выяснили, что купюры расходятся из Вест-Энда. Распространением занимается кто-то из довольно высоких социальных кругов. Их пускают в ход и по ту сторону Ла-Манша. Сейчас нас очень интересует одна персона нон-грата, майор Лейдлоу. Возможно, вы слышали это имя? «Кажется, слышал», — ответил Томми. «Это ведь как-то связано с каачками». «Да». Майор Лейдлоу довольно известен в кругах, связанных с ипподромом. Прямых улик против него нет, но сложилось общее впечатление, что он проявил излишнюю шустрость в паре весьма сомнительных сделок. Знающие люди странно переглядываются при упоминании его имени. Никто толком не знает ни его прошлого, ни откуда он родом. У него очень привлекательная жена-француженка, которая появляется повсюду в сопровождении целой свиты поклонников. Чита Лейдлоу тратит огромные деньги, и мне бы очень хотелось знать, откуда они берутся. Возможно, как раз от этой свиты поклонников, предположил Томми. Это основная версия. Но я не столь уверен. Возможно, это совпадение, но множество фальшивых купюр всплыло в одном очень фешенебельном закрытом игорном клубе, где часто бывают Лейдлоу и их компания. Эта публика, увлеченная ипподромом и азартными играми, спускает море наличных денег в банкнотах. Лучшего способа пустить подделки в оборот и не придумаешь. И какова же наша роль? Вот какова. Насколько я понимаю, молодой Сент-Винсент и его жена — ваши друзья? Они вращаются в кругу Лейдлоу, хотя сейчас уже не так тесно, как раньше. Через них вам будет легко закрепиться в этой компании так, как ни один из наших сотрудников сделать не сможет. Никакой вероятности, что вас раскусят. Для вас это идеальная возможность. А что именно мы должны выяснить? Откуда они берут эту дрянь, если именно они пускают ее в оборот? «Совершенно верно», — сказал Томми. Майор Лейдлоу выходит из дома с пустым чемоданом. Когда он возвращается, тот забит до отказа банкнотами казначейства. Как ему это удается?
Я выслеживаю его и выясняю. Каков план? Приблизительно так. Но не упускайте из виду и дамочку, а также ее отца, месье Эрулада. Помните, что купюры сбывают по обе стороны Ла-Манша. Уважаемый Мариот. Укоризненно воскликнул Томми. Гениальные детективы Бланта не знают значения слова «упускать». Инспектор поднялся. «Что ж, желаю удачи», — произнес он и удалился. Макулатура. С восторгом выпалила Таппинс. «А?» — недоуменно переспросил Томми. «Фальшивые деньги», — пояснила Таппинс. «Их всегда так называют на жаргоне». «Я уверена, что права». «А, Томми, у нас наконец-то дело прямо как у Эдгара Уоллеса. Наконец-то мы настоящие ищейки». «Настоящие», — согласился Томми. «И мы намерены добраться до трещотки, и уж поверь, мы его накроем по полной программе». «Ты сказал «трахтелка» или «трещотка»?» «Трещотка». А что такое трещотка?» «Новое слово, которое я сам придумал», — сказал Томми. «Оно отлично описывает того, кто пускает в оборот фальшивые деньги. Банкноты ведь трещат и хрустят, вот его и зовут трещоткой. Проще не бывает». «А это неплохая идея», — одобрила Таппинс. «Так все кажется гораздо реальнее. Хотя мне больше нравится шуршальщик. Звучит куда более наглядно и зловеще». «Нет», — отрезал Томми. «Я первым сказал «трещотка» и буду стоять на своем. Я получу огромное удовольствие от этого дела». Предвкушала Таппинс. «В нем будет полно ночных клубов и коктейлей. Завтра же куплю себе тушь для ресниц». «У тебя и так черные ресницы», — возразил ее муж. «Я могу сделать их еще чернее», — парировала Таппинс. «И вишневая помада тоже пригодится. Та самая, ультраяркая». «Таппинс», — вздохнул Томми, — «в душе ты настоящая распутница. Какое счастье, что ты замужем за таким степенным, положительным мужчиной средних лет, как я». «Ты только подожди», — ухмыльнулась Таппинс. «Вот побываешь немного в клубе «Питон», и сам перестанешь быть таким степенным». Томми достал из шкафа несколько бутылок, 2 бокала и шейкер для коктейлей. «Начнем прямо сейчас», — сказал он. «Мы уже идем по твоему следу, трещотка, и мы обязательно тебя поймаем». Глава 14. Трещотка. Продолжение. Завести знакомство с читой Лейдлоу оказалось простым делом. Томми и Таппинс, молодые, безупречно одетые, жаждущие жизни, судя по всему, сорящие деньгами направо и налево, быстро стали своими в том особом кругу, где вращались Лейдлоу. Майор Лейдлоу был высоким светловолосым мужчиной с типично английской внешностью и развязными манерами заядлого спортсмена. Впрочем, этот образ слегка портили жесткие морщинки в уголках глаз и изредка проскальзывавший быстрый косой взгляд, который странно вязался с его показным добродушием. Он филигранно играл в карты, и Томми заметил, когда ставки достигали максимума, майор крайне редко вставал из-за стола проигравшим. Маргерит Лейдлоу представляла собой совсем иной тип. Это было очаровательное создание с грацией лесной нимфы и лицом, будто сошедшим с полотна греза. Ее милый акцент чаровал, и Томми отлично понимал, почему большинство мужчин мгновенно превращались в ее рабов. С самого начала она проявляла к Томми огромную симпатию, и тот, отыгрывая свою роль, охотно позволил увлечь себя в свиту ее поклонников. «Мой Томми».
Обычно лепетала она. Я абсолютно не могу идти без моего Томми. Его волосы, они ведь цвета заката, правда? Ее отец выглядел куда более зловещей фигурой. Чрезвычайно корректный, прямой как струна, с аккуратной черной бородой и цепким, внимательным взглядом. Первой о результатах отчиталась Таппинс. Она пришла к Томми с 10-фунтовыми купюрами. Взгляни-ка на них. Ведь фальшивки, верно? Томми внимательно осмотрел банкноты и подтвердил ее догадку. Откуда они у тебя? От Джимми Фолкнера. Маргерит Лейдлоу дала их ему, чтобы он сделал за нее ставку на скачках. Я сказала, что мне нужна мелочь, и отдала ему взамен 10-фунтовую купюру. Все совершенно новые и новенькие, хрустящие, задумчиво произнес Томми. Вряд ли они успели пройти через много рук. Надеюсь, с этим юным Фолкнером все в порядке? С точки зрения подозрений? С Джимми. А, он милашка. Мы с ним становимся большими друзьями. Я заметил, сухо отозвался Томми. И ты правда считаешь, что это необходимо для дела? А, это не ради дела. Весело ответила Таппинс. Это ради удовольствия. Он такой замечательный мальчик. Я рада, что вырываю его из лап этой женщины. Ты даже не представляешь, в какую сумму он ей обошелся. Мне кажется, он начинает от тебя просто фанатеть, Таппинс. Мне тоже иногда так кажется. Приятно знать, что ты все еще молода и привлекательна, правда? Твой моральный облик, Таппинс, оставляет желать лучшего. Ты смотришь на вещи совершенно не с той стороны. Я уже много лет так не повеселилась. Бессовестно заявила Таппинс. И вообще, чья бы корова мычала? Я тебя в последнее время вообще вижу? Ты ведь буквально не вылезаешь из кармана Маргерит Лейдлоу. Это бизнес, отрезал Томми. Но она ведь привлекательна, правда? Не в моем вкусе, ответил Томми. Я ей не восхищаюсь. Лгун. Рассмеялась Таппинс. Впрочем, я всегда считала, что лучше выйти замуж за лгуна, чем за дурака. А обязательно ли мужу быть либо тем, либо другим? Поинтересовался Томми. Но Таппинс лишь одарила его жалостливым взглядом и удалилась. Среди кавалеров миссис Лейдлоу выделялся один простой, но чрезвычайно богатый джентльмен по имени Хэнк Райдер. Мистер Райдер был родом из Алабамы и с самого первого дня проникся к Томми симпатией, сделав его своим товарищем и доверенным лицом. «Замечательная женщина, сэр», — произнес мистер Райдер, провожая благоговейным взглядом прелестную Маргерит. «Совершенно пропитана цивилизацией. С милой Францией ничто не сравнится, верно? Когда я рядом с ней, мне кажется, будто я — один из первых и самых топорных опытов Всевышнего. Полагаю, ему нужно было набить руку, прежде чем замахнуться на создание эдакого совершенства». Томми вежливо согласился с этим высказыванием, и мистер Райдер решился вылить душу дальше. Просто сердце кровью обливается, у такого чудесного создания и денежные неурядицы. Неужели? Поинтересовался Томми. Еще бы. Чудный он малый, этот Лейдлоу. Она его до смерти боится. Сама мне призналась. Не смеет показать ему свои мелкие счета. А они точно мелкие. Усомнился Томми. Ну, как вам сказать?
В конце концов, женщине нужно одеваться, а чем меньше на ней одежды, тем дороже она себя ценит, такова моя логика. И такой красавице негоже ходить в шмотках прошлого сезона. К тому же карты, бедняжке ужасно не везет в картах. Вчера вечером она продула мне 50 фунтов. Зато накануне она выиграла 200 у Джимми Фолкнера, сухо заметил Томми. Да неужели? Что ж, это немного успокаивает. Кстати говоря, в вашей стране сейчас крутится просто куча фальшивых купюр. Утром я внес пачку на свой счет в банке, так вежливый джентльмен за стойкой сообщил мне, что 25 из них — полная липа. Это довольно большой процент. Они выглядели новыми. Новенькие и хрустящие лучше не бывает. Разумеется, это как раз те банкноты, что передала мне миссис Лейдлоу. Интересно, откуда они у нее? Должно быть, от какого-нибудь ушлого типа с ипподрома. Да, согласился Томми. Весьма вероятно. Знаете, мистер Беррисфорд, я человек новый в этом вашем высшем свете. Все эти светские львицы и прочая компания. Свое состояние я сколотил совсем недавно. Вот и приехал прямиком в Европу, посмотреть на красивую жизнь. Томми кивнул. Он сделал себе мысленную пометку. Благодаря Маргарет Лейдлоу мистер Райдер наверняка увидит немало красивой жизни, вот только платить за это зрелище придется по самому высокому тарифу. Тем временем Томми уже во второй раз получил подтверждение тому, что фальшивые купюры распространяются совсем рядом и что Маргарет Лейдлоу, по всей видимости, причастна к их сбыту. На следующий вечер он и сам получил тому доказательства. Произошло это в том самом небольшом закрытом клубе для своих, о котором упоминал инспектор Марриотт. В клубе танцевали, но главная черта этого заведения скрывалась за впечатляющими двустворчатыми дверями. Там находились 2 комнаты с столами, покрытыми зеленым сукном, где каждую ночь из рук в руки переходили огромные суммы. Маргарет Лейдлоу, поднявшись наконец из-за стола, сунула в руки Томми целую кипу мелких банкнот. «Они такие громоздкие, Томми. Ты ведь обменяешь их, правда? На одну большую купюру. Посмотри на мою милую сумочку, она же просто трещит по швам». Томми принес ей 100-фунтовую банкноту, которую она просила. Затем в тихом уголке он осмотрел полученные деньги. Как минимум четверть из них оказались поддельными. Но откуда она берет эти запасы? На этот вопрос у него пока не было ответа. Благодаря помощи Альберта Томми был почти уверен, что сам Лейдлоу тут ни при чем. За его перемещениями внимательно следили, но это не принесло никаких результатов. Томми подозревал ее отца, угрюмого месье Эрулада. Тот довольно часто ездил во Францию и обратно. Что может быть проще, чем привезти купюры с собой? Двойное дно в чемодане, что-нибудь в этом роде. Погруженный в эти мысли, Томми медленно вышел из клуба, но реальность быстро заставила его отвлечься от размышлений. На улице стоял мистер Хэнк Райдер, и с первого взгляда было ясно, что мистер Райдер далеко не трезв. В этот самый момент он пытался повесить шляпу на радиатор припаркованного автомобиля и каждый раз промахивался на добрый 10 сантиметров. «Чёртова вешалка, чёртова вешалка», — сквозь слезы бубнил мистер Райдер. В Штатах все совсем не так. Человек может спокойно повесить свою шляпу каждый вечер, сэр. А на вас 2 шляпы. Никогда не видел, чтобы человек носил сразу 2 шляпы. Должно быть, это все ваш климат. Возможно, у меня и 2 головы, серьезно заметил Томми. Точно.
подтвердил мистер Райдер. Именно 2. Вот это да. Удивительный факт. Пойдем выпьем по коктейлю. Сухой закон, вот что меня погубило. Кажется, я пьян, генетически пьян. Коктейли, я их смешал. Поцелуй ангела, это Маргерит, чудесное создание, тоже меня любит. Конская шея, 2 мартини, 3 пути к разорению, нет, дороги к краху, смешал все в одной пивной кружке. Поспорили со мной, что не выпью, а я и говорю, да к чертям все правила, говорю. Томми перебил его. «Все в порядке», — успокаивающе произнес он. «А теперь как насчет того, чтобы отправиться домой?» «Нет дома. Некуда идти». Печально отозвался мистер Райдер и зарыдал. «В какой гостинице вы остановились?» — спросил Томми. «Не могу идти домой», — всхлипнул мистер Райдер. Охота за сокровищами. Роскошная забава. Она этим занималась. Уайтчепел. Белая чирва, белые головы, горе до самой могилы. «Неважно», — прервал Томми. «Где вы?» Но мистер Райдер внезапно проникся чувством собственного достоинства. Он выпрямился, и к его речи чудесным образом вернулась четкость. «Молодой человек, я вам рассказываю. Марджи повезла меня. На своей машине. Охота за сокровищами. Вся английская аристократия так развлекается. Прямо под булыжниками мостовой. 500 фунтов. Торжественная мысль, очень торжественная мысль. Я вам говорю, молодой человек. Вы были ко мне добры. Я принимаю ваше благополучие близко к сердцу, сэр, к самому сердцу. Мы, американцы. На этот раз Томми перебил его еще менее церемонно. Что вы сказали? Миссис Лейдлоу везла вас на машине? Американец кивнул с совиной серьезностью. В Уайтчепел. Снова совиный кивок. И вы нашли там 500 фунтов? Мистер Райдер с трудом подбирал слова. О, она нашла, поправил он собеседника. Оставила меня снаружи. За дверью. Меня всегда оставляют снаружи. Это даже как-то грустно. Снаружи, вечно снаружи. Вы сможете найти туда дорогу? Полагаю, да. Хэнк Райдер никогда не теряет ориентацию в пространстве. Томми без лишних реверансов потащил его за собой. Он отыскал свою припаркованную машину, и вскоре они уже мчались на восток. Прохладный воздух привел мистера Райдера в чувство. Забывшись поначалу на плече Томми тяжелым сном, он очнулся совершенно свежей и ясной головой. «Слушай, парень, где это мы?» — поинтересовался он. «Уайтчепел», — отрезал Томми. «Вы сюда приезжали сегодня вечером с миссис Лейдлоу?» «Место выглядит довольно знакомым», — признал мистер Райдер, оглядываясь по сторонам. «Мне кажется, где-то здесь мы повернули налево. Вот. Вот эта улица». Томми послушно повернул. Мистер Райдер стал давать указания. «Именно так. Точно. А теперь налево. Слушай, ну и вонь тут, а?» Да, мимо паба на углу, резко за угол и тормози у входа в тот узкий переулок. «Слушай, а в чем вообще задумка? Объясни мне. Забудем там немного бабла?»
Мы что, собираемся их обвести вокруг пальца? Именно так, подтвердил Томми. Мы собираемся обвести их вокруг пальца. Отличная шутка, правда? Еще бы. Согласился мистер Райдер. Хотя я все еще с трудом соображаю, что происходит, добавил он с некоторой грустью. Томми вышел из машины и помог спуститься мистеру Райдеру. Они углубились в переулок. Слева тянулись задние стены обшарпанных домов, и из большинства из них двери выходили прямо в переулок. Мистер Райдер остановился перед одной из таких дверей. «Вот сюда она и зашла», — заявил он. Это точно была эта дверь, я абсолютно уверен. «Все они выглядят совершенно одинаково», — заметил Томми. «Это напоминает мне сказку про солдата и принцессу. Помнишь, они поставили крест на двери, чтобы отметить нужную. Сделаем так же?» Смеясь, он достал из кармана кусочек белого мела и нарисовал неровный крестик в самом низу двери. Затем он поднял глаза на туманные силуэты, что бродили высоко по стенам переулка, один из которых издавал просто душераздирающий вопль. «Сколько же тут кошек!» — весело пробормотал он. «Каков дальше порядок действий?» — поинтересовался мистер Райдер. «Входим внутрь». «Соблюдая надлежащие меры предосторожности, да», — ответил Томми. Он оглядел переулок по сторонам, после чего осторожно потянул дверь на себя. Она поддалась. Он толкнул ее и заглянул в темный двор. Бесшумно он прошел внутрь, а мистер Райдер последовал за ним по пятам. «Черт!» — шепнул американский гость. По переулку кто-то идет. Он выскользнул обратно наружу. Томми постоял неподвижно с минуту и, ничего больше не услышав, двинулся дальше. Он достал из кармана фонарик и на короткое мгновение включил свет. Эта беглая вспышка позволила ему разглядеть дорогу впереди. Он продвинулся дальше и потянул закрытую дверь перед собой. Эта дверь тоже поддалась, и он совсем тихо отворил ее и вошел. Постояв секунду и прислушавшись, он снова зажег фонарик. И от этого луча, будто по какому-то условному сигналу, все помещение вокруг него словно ожило. Двое мужчин оказались прямо перед ним, еще двое — за спиной. Они сомкнули кольцо и сбили его с ног. «Свет!» — рыкнул чей-то голос. Зажглась рожковая газовая горелка. При ее свете Томми увидел круг крайне неприятных физиономий. Его взгляд плавно скользнул по комнате, отмечая отдельные предметы обстановки. «Да», — непринужденно произнес он. «Главный штаб фальшивомонетчиков, если я не ошибаюсь». «Заткни пасть», — огрызнулся один из мужчин. Дверь за спиной Томми открылась и закрылась, и знакомый, вполне добродушный голос произнес: «Попался, паршивец». «Отлично, ребята». «Ну что, мистер Ищейка, скажу я тебе, попал ты по полной программе». «А, это милое старое выраженьице», — подхватил Томми. «Как же оно меня будоражит». «Ну да, я человек-загадка из Скотланд-Ярда». «Ба, да это же мистер Хэнк Райдер». Вот уж неожиданность. «Полагаю, тут ты не врешь». Я весь вечер чуть со смеху не лопнул, пока вел тебя сюда, прямо как глупое дитя. А ты так радовался своей сообразительности. Да я с самого начала тебя раскусил, сынок. Ты крутился в этой компании явно не ради собственного здоровья.
Я дал тебе немного поиграть, а когда ты всерьез заподозрил милую Маргерит, я сказал себе, вот теперь пора вести его к развязке. Думаю, твои друзья еще долго ничего о тебе не услышат. Собираетесь меня кокнуть? Кажется, именно так у вас говорят. Вы сильно на меня зуб точите. Наглости тебе не занимать, это факт. Нет, мы не будем прибегать к насилию. Просто подержим тебя под арестом, так сказать. Боюсь, вы поставили не на ту лошадь, возразил Томми. Я абсолютно не намерен сидеть под арестом, как вы это называете. Мистер Райдер добродушно улыбнулся. Откуда-то снаружи кошка испустила тоскливый вопль на луну. Рассчитываешь на тот крестик, что нарисовал на двери, а, сынок? Прищурился мистер Райдер. На твоем месте я бы на него не надеялся. Потому что я тоже знаю ту сказку, про которую ты говорил. Слышал ее еще маленьким мальчиком. Я выскочил обратно в переулок аккурат для того, чтобы сыграть роль собаки с глазами величиной с чайное блюдце. Если бы ты сейчас оказался в том переулке, ты бы заметил, что абсолютно каждая дверь там отмечена точно таким же крестиком. Томми удрученно опустил голову. Думал, что самый умный, да? Ухмыльнулся Райдер. Не успели эти слова слететь с его губ, как в дверь резко и громко постучали. «Это еще что такое?» Вздрогнув, крикнул он. В тот же миг начался штурм фасадной части здания. Задняя же дверь была весьма хлипкой. Дверь поддалась почти мгновенно, и на пороге появился инспектор Марриотт. «Отличная работа, Марриотт», — произнес Томми. «Вы оказались абсолютно правы насчет района. Хочу познакомить вас с мистером Хэнком Райдером, который знает абсолютно все лучшие сказки на свете. Видите ли, мистер Райдер, мягко добавил он, у меня с самого начала были относительно вас сомнения. Альберт, тот важный на вид мальчик с большими ушами, получил четкий приказ, если мы с вами когда-нибудь рванем в ночное автопутешествие, мчаться следом на своем мотоцикле. И пока я демонстративно рисовал мелом крест на двери, чтобы отвлечь ваше внимание, я заодно вылил на землю пузырек валерьянки. Запах дрянной, но кошки от него без ума. Так что все коты в округе сбежались к нужной двери, чтобы указать ее Альберту и полиции. Он с улыбкой посмотрел на ошеломленного мистера Райдера и поднялся на ноги. «Я сказал, что доберусь до тебя, трещотка, и я до тебя добрался», — подвел итог Томми. «Какого черта ты несешь?» — перебил его мистер Райдер. «Что еще за трещотка?» «Найдете это слово в глоссарии следующего криминального словаря», — ответил Томми. Этимология туманна. Он с счастливой улыбкой огляделся по сторонам. И все это сделано без единого стукача. Весело промурлыкал он. «Доброй ночи, Марриотт. Мне пора туда, где меня ждет счастливый финал этой истории. Нет лучшей награды, чем любовь хорошей женщины, а любовь хорошей женщины ждет меня дома. По крайней мере, я на это надеюсь, хотя в наши дни ни в чем нельзя быть уверенным. Это было очень опасное дельце, Марриотт. Вы знакомы с капитаном Джимми Фолкнером? Он просто невероятно танцует, а уж какой у него вкус на коктейле. Да, Марриотт, это было чертовски опасное дельце.